Всем привет! С вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, этим видео мы запускаем новую рубрику, название которой мы пока не придумали. Она не совсем про путешествия, не совсем про локальную жизнь, в общем, всего понемногу. Как вы знаете, несколько дней назад мы переехали в Грузию, где планируем провести пару месяцев и вернуться в Украину перед собеседованием на визу в США. За это время мы хотим показать и рассказать вам о том, как приехать в Грузию в условиях пандемии, сколько раз и где нужно сдавать ПЦР-тесты, какие тут цены на еду и развлечения, и что тут можно, а чего нельзя делать во время локдауна. Также расскажем, сколько стоит жилье, как и где его выгоднее всего снимать, покажем город и красивые места, и будем делиться своими впечатлениями и наблюдениями. Но обо всем по порядку. Сегодня я расскажу, почему мы выбрали Грузию и как сюда попасть со всеми этими коронавирусными ограничениями. А после просмотра этого видео я предлагаю вам попробовать придумать название для нашей новой рубрики и написать его в комментарии. Возможно, именно ваш вариант подойдет как нельзя лучше. Итак, поехали! Начну, пожалуй, с того, что это наш третий визит в Грузию. Первый раз мы побывали здесь 6 лет назад, во время нашего путешествия по России, Центральной Азии, Кавказу и Турции. Тогда мы выделили на Грузию всего 10 дней, и, конечно, этого было недостаточно. Несколько дней мы прожили в Тбилиси, съездили в Мцхету и Боржоми и почти неделю прожили в Батуми. Мы не ездили в горы, отложив эту затею до следующего раза. Несмотря на то, что была зима, в Батуми нам очень понравилось, и мы решили вернуться сюда снова в ближайшее время. Но наш следующий визит в Грузию состоялся лишь спустя 4 года, в конце 2019-го. Несколько недель мы путешествовали по соседним странам – Армении и Азербайджану, а затем сняли на месяц квартиру в Батуми и встретили тут новый 2020 год, еще не подозревая, что выиграем в лотерею Green Card, а весь мир захлестнет глобальная пандемия, и путешествовать как раньше уже не получится. За тот месяц в Батуми мы еще больше влюбились в город, в собак, которые тут на каждом углу, и в грузинское гостеприимство. Побывав в 60 странах и посетив сотни городов, скажу, что далеко не каждый город имеет такое обаяние, как Батуми. Конечно, местные жители, скорее всего, найдут тут множество недостатков, а этот шарм и красоту могут просто не замечать. Но для нас, путешественников и туристов, плюсов тут гораздо больше, чем минусов. Для хорошего отдыха и классного времяпровождения тут есть буквально все. Море и набережная, вдоль которой расположены кафе, спортивные площадки, велодорожки и красивые зеленые парки с фонтанами и зонами отдыха. Она растянулась на целых 7 километров, и ходить по ней можно часами. Город активно развивается, и с каждым годом тут появляются все новые и новые небоскребы, некоторые из которых просто поражают своей красотой. Между ними вдалеке виднеются горы с заснеженными вершинами. А если покинуть набережную и пойти вглубь города, тебя встретят десятки атмосферных двориков, кафе и улиц, пропитанных историей. И пока в Украине даже в начале апреля по ночам температура иногда опускается ниже 0, а днем редко поднимается выше 10, в Батуми, как вы видите, намного теплее, несмотря на то, что на ближайшую неделю прогноз погоды намного хуже, чем был вчера и сегодня. Цены в ресторанах, магазинах и даже цены на аренду и покупку жилья тут не кусаются, и это еще один огромный плюс как для туристов, так и для желающих купить недвижимость. Все вышеперечисленное, как вы понимаете, и стало основными причинами нашего выбора переезда в Грузию на данный момент. Весь мир сейчас закрыт практически на замок, но постепенно все больше и больше стран выходят из карантина и приоткрывают границы. Прилететь в Грузию сейчас можно как с сертификатом, подтверждающим прохождение двухфазной вакцинации любого производства против COVID-19, так и с отрицательным ПЦР-тестом. Итак, коротко о нюансах и правилах прилета с сертификатом о прохождении вакцинации. Попасть в страну можно только самолетом. Сухопутная и морская границы закрыты. Прилететь могут граждане любых стран. Если необходима виза, разумеется, она должна быть. До прилета необходимо заполнить анкету в электронном виде и сохранить регистрационный номер, который придет на указанный электронный адрес. Ссылку на сайт, где необходимо заполнить анкету, я, конечно, оставлю в описании. Дополнительные тесты и двухнедельные карантины, имея сертификат о вакцинации, проходить не надо. Теперь расскажу о том, кто и как может попасть в Грузию с отрицательным ПЦР-тестом. В отличие от сертификата вакцинации, с которым прилететь могут граждане любой страны, с ПЦР-тестом ситуация другая, и список стран постоянно меняется. Вот актуальный список стран на данный момент. Ну и коротко о нюансах и правилах въезда.
Попасть в страну можно только на самолете, сухопутная и морская границы закрыты. При себе обязательно иметь бумажный вариант ПЦР-теста на английском языке с QR-кодом. Тест должен быть сдан не позднее 72 часов до пересечения грузинской границы. До прилета необходимо заполнить анкету в электронном виде и сохранить регистрационный номер, который придет на указанный электронный адрес. Ссылку на сайт, где надо заполнить анкету, я оставлю в описании. На третий день после въезда требуется сдать повторный ПЦР-тест. Выполнить эту процедуру необходимо независимо от возраста. Регистрировать бланк нигде не надо, но обязательно всегда иметь результат при себе вместе с паспортом. Его вас могут нигде ни разу не спросить, но если потребуют, а его не будет, штраф 2000 лари. Адреса лабораторий в Тбилиси и Батуми, где можно сдать тест, для вашего удобства вы сможете найти по ссылкам в описании под этим видео. Вот, собственно, и все важные моменты, которые необходимо знать и учитывать, чтобы попасть в Грузию с отрицательным ПЦР-тестом на данный момент. И еще один немаловажный нюанс. Что делать, если повторный тест окажется положительным? В таком случае, если у вас есть оплаченное жилье, а симптомы течения болезни не тяжелые, вы будете обязаны пройти 12-дневный карантин, после чего сдать повторный тест. Если оплаченного жилья у вас нет, вас направят в один из специализированных отелей, где вы будете находиться до предъявления отрицательного ПЦР-теста. Стоимость в таких отелях, конечно, выше средней, но все равно довольно гуманно – $20-30 в сутки. Стоимость самого ПЦР-теста в Грузии составляет примерно 200 лари на человека, но цена может незначительно отличаться в зависимости от лаборатории, где вы будете проходить тестирование. Это вдвое дороже, чем в Украине. Но в качестве бонуса к такой высокой цене сдавать тест тут не страшно и не больно. Если в Украине в клинике Синева казалось, что через нос пытаются достать до мозга и неприятные ощущения в носу сохранялись еще несколько часов после тестирования, то в Грузии в клинике Эвекс все прошло намного приятнее. В описании под видео я также оставлю сайты лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест в Украине. А вас, дорогие подписчики, я попрошу в комментариях оставить ссылки и названия клиник, где можно пройти тестирование в других странах, а также указывать стоимость тестирования, если знаете. Я постоянно буду обновлять описание, чтобы сделать его максимально информативным для всех зрителей. На сегодня все, друзья. Надеюсь, видео получилось полезным и интересным. Ну и, конечно же, я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.